Вам нужен смартфон для игр или ребенку? Он должен быть внешне приличным и лучше девайсов третьего и второго эшелона? Тогда я рад вам сообщить, что этот ультрабюджетник вам стоит рассмотреть. Самая быстрая из протестированных мной разблокировок по лицу, причем даже если вы держите телефон вверх ногами. Самый дешевый телефон с поддержкой сетей пятого поколения, которые, правда, нам еще долго не будут нужны. Один из самых скромных экранов, встроенная в прошивку поддержка блокировки интернет-мошенников, летающий PUBG при наличии на борту максимально альтернативного нового процессора Mediatek. Защитное стекло в комплекте, оболочка на русском. И все это за цену лагающей китайской подделки. Как рекламный слоган. Успокойтесь, покупал его сам, и как всегда не все так просто в датском королевстве. Я айфоны в обзорах ругаю, а здесь эконом без глобалки. Будет интересно. Tube 718, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. По воскресеньям провожу стримы с ответами на вопросы. А сегодня я расскажу вам о новом смарте ультра-эконом класса Realme V3 5G. Под информацию о тестах всего и вся я расскажу вам о нем максимально подробно и быстро. Производитель данного бренда входит в число крупнейших корпораций Поднебесной, и как OnePlus принадлежит корпорации BBK. Смарт приходит в коробке желтого цвета. Комплект поставки Smart бюджетный силиконовый чехол, который мне, кстати, довольно сильно понравился. Кабель для зарядки Type-C, зарядное устройство на 18 Вт с поддержкой быстрой зарядки 9 вольт на 2 ампера и переходником на евровилку. Плюс макулатура, как всегда. Наушников, конечно же, в комплекте нет. Зато на смартфоне есть приличного качества защитное стекло с намеком на олеофобку. Под стеклом, кстати, поверхность по отзывам еще хуже, и это первый раз, когда я не стал сдирать что-то с экрана, пока тестирую с защитным стеклом. Процессор данной модели это Mediatek Dimensity 720, состоящий из 6 ядер Cortex A55 и 2 ядер Cortex A76 с тактовой частотой до 2000 МГц. Процессор свежий, тонкий, выполнен по технологии на 9 нанометров, энергоэффективный. Синтетические тесты показывают средний результат. В PC-марке Smart набирает 513 баллов в одноядерном тесте и 1684 балла в многоядерном тесте. По мощности смартфон находится между телефонами Poco F1 и Samsung A51. Повторяюсь, это всего лишь синтетические тесты, и они слабо отражают реальные сценарии использования телефона, которые могут в корне отличаться у разных пользователей. Но играть в него приятно, но об этом потом. Несколько раз гонял процессор на тротлинг-тестах, не скажу, что результаты идеальны, но вполне адекватны. Насколько адекватны они для вас, решать вам. Данный смарт оснащен экраном типа IPS с разрешением 720 на 1600 точек, физическим размером 6,5 дюймов и плотностью пикселей в 270 ppi на дюйм. Плотность пикселей маленькая, но достаточная для такого размера экрана. Зерно разглядеть можно, но сложно. Инверсия цветов минимальна. Каплевидный вырез под фронталку чуть портит общее мнение, но по мне это лучше, чем дырка посерединке. Благодаря невысокому разрешению не страдает автономность и производительность смартфона. Частота обновления стандартна для бюджетника это 60 Гц. Проще экран на его ценник, и это не его сильная сторона, хотя все в рамках потребного. Смарт может работать в 4G сетях и 5G сетях, хотя это пока не актуально в России, и я думаю, еще не скоро будет актуально. Поддержка частот RU региона присутствует, но бенды не все, нет 20-го, что не критично, но перед покупкой лучше проверить, подходит ли вам это дело или нет. Стандартный двухдиапазонный Wi-Fi в наличии, конечно же есть GPS и AGPS, есть выход на наушники 3,5 мм, мини-джек, инфракрасного порта нет, NFC нет, поддержку карт памяти тоже, к сожалению, не завезли. И это довольно печально, хотя две физические симки установить в лоток можно. Но учитывая, что в минимальной комплектации в смартфоне всего 64 гигабайта памяти, по факту в голом смарте остается у нас всего свободных 50 гигабайт. Есть версии на 128 гигабайт, но это уже совсем другая цена, и я не назову ее ультрабюджетной. С другой стороны, 6 гигабайт оперативной памяти это очень даже прилично у ультрабюджетника. На борту последняя 10-я версия Android с фирменной оболочкой Realme UI, версии RMX 222011A14. Оболочка быстрая, настраиваемая под любого пользователя. По мне очень шустрая, но опять же не забываем, что она сильно у меня и не перегружена. Но есть один нюанс, как во всем известном анекдоте. Так как смарт куплен с китайской прошивкой, то изначально в нем отсутствовал Play Market, зато в избытке было приложений с кракозябрами вместо букв. И это впервые за 3 года повергло меня в легкий ступор. Прошивают смарт кастом
атомной прошивкой единицы, рутует еще меньшее количество людей. Обычный пользователь хочет пользоваться телефоном сразу после покупки, ведь он заплатил за него энную сумму денег, а танцевать над покупкой с бубном не все хотят. Но я рискнул ради обзора. Хотя в итоге оказалось, что аппарат разлочен, и Google сервисы устанавливаются 2 кликами. Никаких бубнов здесь не нужно, как и танцев с ними. Батарея у смарта имеет мощность 5000 мАч. 18-ваттная быстрая зарядка, которая идет в комплекте, относительно быстро приводит ваш смартфон в рабочее положение. Заряжает примерно по проценту в минуту, во всяком случае с самого начала. Проще за полчаса она зарядит ваш смартфон на 30% заряда, за 2 часа на 98%. Беспроводной зарядки нет. Благодаря не очень прожорливому процессору и невысокому разрешению экрана живет смартфон довольно долго. Ясно, что сценарии использования у всех свои, но среднестатистический пользователь может рассчитывать минимум на сутки использования девайсом, даже если будет его прямо убивать. Поедает смарт 5% за час просмотра видео и 12% за час игры в какой-нибудь там асфальт. Я оставил смартфон дома с батарейкой, заряженной на 40% заряда, и за 2 суток заряд снизился всего до 29%, понятно, что он был еще и в сети. Виброотклик слабоватый, почти максимально дешевый, но я встречал и хуже. Динамики моно, довольно громкие, но проигрывают по звуку многим смартам-бюджетникам, которые в принципе на процентов 30 дороже этого смартфона. Камеры тут чисто номинальные, мучительные примеры фото и видео вы сейчас видите на экране, понятно, что здесь даже ширик есть, но это все слова. Для конца 2020 года установить в смарт основную камеру с разрешением в 13 мегапикселей и апертурой f на 2,2, дополнив это еще 2 глазками по целых 2 мегапикселя, это верх скупости. Даже для кьюбота какого-нибудь или у Умидиджи. Стабилизатора нет даже цифрового, и это прям жестко. При увеличении получается вообще какой-то бред вместо картинки. Фотки в дневном свете еще можно разместить в Инстаграме или ВКонтакте, но в вечернее или ночное время открывать затвор камеры я бы не стал, только в случае крайней необходимости. Фронталка с разрешением целых 8 мегапикселей отсылает вас к дядюшке Джобсу, но без оптимизации. Ночные фото выводятся отдельным режимом на штативе, но это уже легкие извращения, опять же, если критично и вам прям очень нужно. Хотя вроде здесь и есть программная составляющая, делающая из кучи хаотичных цветных пятен относительно приличные снимки, но днем. В 4К и 30 FPS снимает, но непонятно зачем, потому что вы сами видите, как это все получается без стабилизации в моих примерах. Цена по ссылке в описании к видео в районе $156, бывает еще и дешевле, и не забываем посмотреть в мой телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. Если сейчас есть промокоды, я их туда закидываю. Плюс скидываю туда только те вещи, которые купил сам или хотел бы купить. Резюмирую, синтетические тесты на этом устройстве показывают, для чего нужен HD+ экран. Мобильник рвет конкурентов в игрушках люто. Зарядка только через провод USB Type-C, быстрая зарядка есть, но она не особо и быстрая. 2 симки, но нет возможности подключения SD-карт, что плохо. А PTX поддерживает. Печально, но никакой даже номинальной защиты от влаги в нем нет. Сканер работает неплохо, но дешевый пластик корпуса, довольно убогая камера и бесполезный 5G на борту. Для игроков однозначно советую, для фотографий точно нет. Отсутствие NFC можно исправить, купив какой-нибудь Mi Band 4 с поддержкой NFC, но это другая история, лучше добавить эти 4000 и купить другой смартфон. Да и то, что нет глобалки, это совсем нехорошо. Повторяю, советую его только юным игрокам в погоне за небольшой ценой и приличной производительностью. И да, конечно, меня расстроил этот огромный подбородок, но это плата за низкий ценник. Плюс, конечно, советую для покупки детям. Не жалко, если такой смартфон потеряет или разобьет. Это третий аппарат из 7 свежих бюджетников, которые будут у меня на обзоре в ближайшее время. По цене и игровой прыти он может легко соперничать с Poco X3 NFC. Даже сделает его. Следующий обзор будет на Sennheiser Momentum 2. Дальше про супер робот-пылесос. Супер дорогой и супер интересный. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом, девайс сюда или нет, пользы даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.